Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, вам наверняка знакомо это название «сыворотка правды». Обычно это используют спецслужбы. Это определенные препараты, после которых человек не может контролировать свои мысли, свою речь и выдает все, что у него на душе. Таким образом узнаются тайные сведения. Есть еще другой вариант – гипноз. Человека вводят в транс, и там он рассказывает все, что знает. Спецслужбы пользуются этими методами с давних пор, еще в древние времена. Правда, там немного другие методы для того, чтобы вытащить правду. И даже магия и колдовство имели место быть. Быть может, Голливуд немного преувеличил, приукрасил всю эту сыворотку правды. Но в любом случае, отчасти так и есть. Действительно, существуют определенные методы, с помощью которых можно вытащить из человека тайные сведения. Когда послы русских царей должны были отправляться в другие страны, приглашали ведьму. Ведьма заговаривала, закрывать язык, называется этот заговор. Начитывала над послами, и даже под пытками послы не выдали бы и не выдавали никакие сведения. Я вам говорила и повторяюсь. Некоторые люди, знаете, считают, что власть – это обязательно иметь определенные рычаги управления, да, кресла, подчиненных людей. А я говорю, что власть – это знание. Ни один прокурор, ни один судья не сможет так наказать человека, как может наказать заговор, как может наказать ведьма. Власть – это знание, это тайные знания. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Но какой информацией? Просто информация о том, что там Вася и Маня вместе гуляют где-то по ночам, это вообще не интересно никому. А вот знать, каким силам можно обращаться, чтобы случилось то или иное событие, вот это власть. Когда тебя пытаются уволить с работы, а ты идешь домой и начитываешь кое-что, обращаешься к кое-каким силам, и те, которые пытались тебя уволить, сами увольняются, еще и в тюрьму попадают, потому что их начинают проверять. Вот это власть. И это тайная власть. Это та власть, которая не афиширована, которая не открыта, но она существует. Когда люди видят женщину с детьми, которая еле сводила концы с концами, а потом они видят, что эта женщина стала руководить какой-то индустрией там, или рестораном. Потом они видят, что эта женщина купила квартиру, что дети начали хорошо одеваться, что эта женщина встретила мужчину, что у нее получилась семья, она счастлива. И эти люди не понимают, как это могло случиться. А эта женщина знает, она просто как-то увидела такой канал, называется «Ведьмина изба», и начала делать разные ритуалы. И через короткое время, за несколько лет, из нищей, еле живущей матери-одиночки, она превращается в замужнюю, счастливую, богатую даму на руководящей должности. Это реально, это власть. Власть над обстоятельствами, власть над нищетой, власть над людьми, которые пытаются себя уничтожить. Это получение определенной власти над обстоятельствами.
Вот она, самая настоящая власть. Когда ты можешь, сидя дома, начитывая, повлиять на какие-то процессы, даже мировые. Итак, вот есть сыворотка правды. Я бы назвала, конечно, порошок правды, но немножко звучит не очень. Не хочется так называть ролик. А здесь на самом деле речь идет про порошок. Вот видите, это полынь, трава. Я туда так внедрила. Дело в том, что нам очень хочется иногда знать истинные намерения людей, как они к нам относятся. Действительно ли они бескорыстные или они лукавят. Женщина хочет принять решение, там, кого выбрать. Вот есть двое мужчин, вот никого она не любит особо, но они нравятся. А ей нужно устроить жизнь. Так она решила. Я, конечно, против такого. Я считаю, что чувства обязательно должны быть. Если чувств нет, самое лучшее уважение – это не залог счастья. Поверьте мне. Да, настоящая любовь начинается с дружбы. Но пока оно не стало любовью, не выходите замуж. Вы можете не полюбить этого человека. Не по заказу любят, понимаете? И вот она не знает, как определиться. Или она любит этого человека, но что-то не дает ей покоя. Ведь наше подсознание, помимо нас, то есть вне нашего тела, может поглощать и чувствовать энергии. Читать мысли без нашего ведома. Не именно вот таким образом, что вот слово в слово. Но энергия мысли передается. Мы чувствуем. Мы же говорим иногда, вроде человек ничего плохого мне не сделал, но что-то вот в нем мне не нравится. Что-то я не очень верю, не доверяю. Что-то меня гложет. Вот это и есть. Ваше подсознание просто на лету читает, считывает с него вот эти его мысли по отношению к вам, эти волны негатива, которые вы вроде бы не видите. Человек улыбается, угощает, разговаривает, но вы ощущаете опасность от этого человека. Вот как сделать так, чтобы сорвать маски с людей, чтобы личины открыли перед вами? Берете полынь, траву. Вообще полынь, она не только изгоняет злые энергии. Если с полынью в сумке пойти куда-нибудь, то через некоторое время, через пару дней вы узнаете, что, например, на корпоративе, после корпоратива кому-то стало плохо. Тот человек, который о вас плохо думал или к вам плохо расположен, он накажется. Более такое конкретное, как это сделать, я как-нибудь вас этому научу. Так вот, нечеткость какая-то картины. Вот берете полынь, нужно измельчить полынь до состояния порошка. Начитывайте 6 раз и сыпите в мешочек. Но мешочек должен быть обязательно из ткани. Полиэтиленовый мешок, там какой-то пакетик целлофановый не годится, потому что это пластмасса, это все-таки мертвая сила. А мешочек ткани – это живая энергия, которая дышит, да, вы и чувствует вашу энергию через даже свою материю. Так вот, нужно измельчить полынь, начитать 6 раз, держа в ладони левой руки. Читайте прям так, чтобы ваше дыхание просто вот касалось этого порошка из полыни. Читайте 6 раз, потом сыпите в мешочек. Ну, можете потом руки помыть, чтобы немного запах полыни, он же горький все-таки, ушел. И с этим мешочком идете в гости или к своему любимому. Или если он к вам пришел, вы можете где-нибудь посыпать этот порошок в углу где-нибудь. Если вы пойдете в гости и вы не знаете, как поступить,
В принципе, если даже этот порошок в мешочке вы будете держать в сумке, оно в любом случае сработает. Но сработает процентов на 70. Но если вы хотите результата более настоящего и сильного, чтобы сработало на все 100%, нужно высыпать этот порошок где-либо. Ну, попробуйте в ванной, может быть, сзади. Ну, берите небольшое количество, чтобы они не поняли, где еще. Ну, где-нибудь в таком месте, в туалете не рекомендуется, потому что это все-таки комната не совсем чистых энергий. Там нужно вот где-нибудь высыпьте. Может быть, пойдете помогать на кухне где-нибудь возле, не знаю, возле стола высыпите. Но это не сразу поймут, и это навряд ли поймут вообще. Можно за диваном высыпать, пока они заняты чем-нибудь. И вот тут начнется самое интересное. Во-первых, они выскажут друг другу все, что друг о друге думают. Кстати, такое можно применить и на своей работе, если вы хотите, чтобы все лицемеры показали свое истинное лицо. Потом они скажут все, что о тебе думают, и тогда ты поймешь, что это за люди тебя окружают. Может быть, ничего плохого не произойдет. Если после таких манипуляций люди будут держаться немного напряженные, немного так, может быть, нервные, но при этом ничего такого не случится, значит, у этих людей не было плохих намерений насчет вас. Вы точно так же можете и испытать своего мужчину, приглашая домой, перед этим начитать, посыпать там, ну, где-нибудь там подальше от глаз этот пыль, да, эту пыльцу, этот порошок. И когда ваш любимый человек придет с вами разговаривать, общаться, там, посидеть, вы увидите его истинное намерение. Он вам покажет себя. Если он показал себя с лучшей стороны, значит, можете смело выходить за него. Или если это ваш друг, можете с ним начать свой бизнес, свою работу. Точно так же можно делать, когда вы идете там покупать дом, например. Носить вот этот порошок в сумке, в мешочке. Просто когда его высыпают, то эффект намного быстрее, прям как эффект разорвавшейся бомбы. Вот прям все показывают свои истинные намерения и лица. Могут даже подраться люди на вашей работе, да. Могут даже высказать все, что о вас думают. Сказать, что «а ты знаешь, а ты там замолчи». То есть вот я скажу из последнего происшествия, как женщина сделала, и по моему совету, там у нее были подозрения, она не могла понять, какие-то документы пропадали, какие-то, ну, в общем, недостачи и прочее. Это ее предприятие, она возглавляет. И в конце концов она пригласила всех якобы там кого-то помянуть, они все сели за стол, начали там есть сладости, и она перед этим начитала, высыпала, и там раскрылось все. То есть двое очень сильно поругались, и один другому говорит, что, мол, не открывай мне рот, иначе сейчас скажу, как ты там просила меня эти документы спрятать, чтобы мы вдвоем там заработали, ее подставили. Очень многое раскрылось, и самое интересное, что на следующий день у этих людей шок. Они не могут себе объяснить, как они такое могли сделать. Они не могут объяснить. Некоторые начинают искать магический след. Ну, в принципе, они правы, конечно. Потому что люди всегда, когда что-то не могут объяснить, они начинают искать мистику в этом деле. Может, они и правы отчасти. Одним словом, вот сыворотка правды вам в подарок. Читать нужно так. Значит, до порошкового состояния измельчать нужно полынь. Держать левой рукой, именно левой, потому что левая – это прямая связь к сердцу. Начитать 6 раз, высыпать в этот мешочек. Мешочек либо носить, либо, когда вы пойдете куда-нибудь, постараться там высыпать.
все друг о друге всю правду скажут. Это будет не драка, не обязательно. Ну, может, и дойдет до драки, но в любом случае. Но вы увидите истинные лица людей, кто они есть, что они себя представляют, насколько они надежные друзья. Возьми, Фатаха, полынь, траву, открой врата правды, сними маски с лиц человеков, обнажи их личины, покажи их истинные намерения, открой их язык, убери запреты, Фатаха, силой своей отправь дух истины, раскрой всю правду, да будет сегодня время истины, откройтесь врата правды, заклято. Возьми, Фатаха или Фатаха, особо тут нет разницы, куда вы ударение ставите. Возьми, Фатаха, полынь, траву, открой врата правды, сними маски с лиц человеков, обнажи их личины, покажи их истинные намерения, открой их язык, убери запреты. Фатаха, силой своей отправь дух истины, раскрой всю правду, да будет сегодня время истины. Откройтесь врата правды, заклято. Возьми, Фатаха, полынь, траву, открой врата правды, сними маски с лиц человеков, обнажи их личины, покажи их истинные намерения, открой их язык, убери запреты, Фатаха, силой своей отправь дух истины, раскрой всю правду, да будет сегодня время истины. Откройтесь врата правды, заклято. Я прочитала 3 раза, вам нужно 6 раз. Кстати, если вы хотите, чтобы ваш муж увидел истинное лицо своих друзей, своих родственников, своей мамаши иногда. Есть свекрови замечательная, есть там кобра рядом сдохнет. Истинные намерения сеструхи, которая пытается деньги вытянуть с него на какие-то якобы общие там дела и так далее. Тоже можете сделать. И они всю свою истинную рожу покажут, вывернут наизнанку, чем просто приведут в шок вашего мужа. И такое возможно. Итак, желаю вам удачи. И помните, горькая правда всегда лучше сладкой лжи. Всегда лучше. Лучше один раз увидеть, узнать, поплакать, знаете, погоревать и на этом поставить точку, чем всю свою жизнь обманывать себя тем, что все хорошо, он меня любит, я его люблю. Или, может быть, действительно любит человек. Ну, по крайней мере, вы это поймете раз и навсегда. Ну, если боитесь правды, если пока еще не готовы к этому, то, конечно, не советую этого делать. А если хватает храбрости, делайте. Всем удачи!